Ты такая толстая сова. Толстенькая, да? Ой-ой-ой. Смотри, трубочка. Почти как перышко, только трубочка. Страшная. Ой. Хрусть. Ну, пока она размышляет, что с трубочкой делать, вообще надо ли с ней что-то делать. Я немножечко расскажу про то, как нужно летать совам, вообще почему. Вот очень многие негодуют, требуя отпустить птицу на волю, потому что ей хочется летать, и она, бедная, сидит привязанная и страдает от того, что не может вольно взлететь и наслаждаться полетом. Ребята, это все чушь. Птицы полетом, но нельзя сказать, что наслаждаются. Они им летают, чтобы искать еду. То есть это первопричина. То есть, естественно, природа всех животных сделала такими, какие они есть, в результате их необходимости добывать пищу. То есть все проходили в школе там биологию, у всех была вот теория эволюции и вообще выживаемости видов, и каждый вид вот такой вот, как мы его видим, только из-за того, что в такой форме и при таком поведении ему удобно выживать. А крылья у птиц созданы для преодоления расстояний и для добычи пищи. Как и, в общем-то, все остальное. Ноги, там, клювы, головы, перышки и прочее. То есть птицы в основном летают, большинство птиц именно для того, чтобы искать пищу. А когда птица сыта, довольна и ей не надо искать пищу, она сидит, отдыхает и экономит энергию. У многих птиц, например, там страусы, всякие пингвины и прочие птицы киви, крылья атрофированы в принципе, то есть они летать не умеют. И мне все время интересно, а что ж люди за них-то не переживают и не спрашивают, то есть и не требуют там от кого-то: скиньте страуса с небоскреба, ему летать хочется. Вот то же самое и с филином примерно, то есть скиньте с филина с небоскреба, ему хочется летать, а филин хочет на самом деле сидеть, отдыхать, и чтобы его никто не трогал. Так как птица тяжелая, в природе еду добывать хищнику сложно, надо охотиться, надо искать, надо еще себе найти еду подходящего размера и с ней еще справиться, потому что они охотятся на живую добычу. Вот, и в итоге получается, что филин, как только что-то добывает, например, если он поймает зайца, он будет на этом зайце сидеть, пока он его полностью не съест. То есть, ну, сколько там в этом зайце, то есть его хватит дня на 4 филину, если не больше. И зимой филины сидят на зайце пузиком, чтобы он не замерз там на снегу, и просто с ним в обнимочку вот так потихонечку его съедают. Филины вообще оседлые птицы, они не перелетные, они держат свою территорию, охраняют, охотятся, не пускают туда других филинов. И все свободное время, свободное от поиска и добычи еды, они сидят и никуда не летают. Просто вот как сидит филин. Да, они не хотят летать. Они хотят, то есть, да, могут там долететь до водоема, искупаться, куда-нибудь сходить, но вся их природа и организм устроен так, чтобы энергию экономить и летать как можно меньше. Но летают они хорошо именно для того, чтобы искать пищу. Поскольку у елки пища всегда в достатке, она летать не хочет. У нее нет такой потребности. Она хочет сидеть и ничего не делать. Поэтому... Но, с другой стороны, летать птице необходимо физически для того, чтобы поддерживать себя в хорошем тонусе и свой организм в здоровом состоянии. То есть, если птица не летает, у нее начинают развиваться легочные болезни, атрофируются мышцы. Ну, это у любого животного, любое животное должно двигаться. То есть, теплокровное. В том числе и люди. Для вас, может быть, будет открытием, но ученые считают, что люди – это самые выносливые теплокровные животные среди животного мира, то есть среди млекопитающих. В принципе,
человек способен бегом загнать антилопу. То есть в Африке вот туземцы, эти пигмеи, они именно так и охотятся. Они просто за антилопой бегут. Не стреляют, не кусают, там, не пинают, а тупо бегут за ней равномерно, не спеша. Вот, то есть антилопа выдыхается, она все ресурсы тратит на то, чтобы бежать, но поскольку они бегают быстро, но недолго, устают, и в итоге выносливый там туземец догоняет ее и ловит практически голыми руками. На это уходят многие часы, иногда даже дни, но человеческий организм тренированный способен именно многие часы и даже дни бежать. То есть полностью организм человека приспособлен для движения бегом. Причем есть теория, что люди такие безволосые, голенькие, именно для того, чтобы во время бега организм эффективнее охлаждался. Именно поэтому они бегают на двух ногах, то есть небольшого, в принципе, веса. И то есть точно так же, как вы говорите, отпусти птицу полетать, ей же хочется, то же самое можно сказать про вас лично. Идите на улицу, побегайте, вам же хочется. Потому что вы созданы для бега, и бег для вас это естественное состояние. Но много ли людей вы знаете лично, которые добровольно будут передвигаться бегом? То есть не спортсмены, которые там, или любители ЗОЖ, которые специально бегают, а вот просто вот вышли на работу, да, и побежали. Или вышли с работы и побежали. Пошли за хлебушком в магазин, но не пошли, а побежали. Вот. Это вот для вас это звучит нелепо, но для вашего организма это естественно. И, в принципе, это норма, и вы должны так двигаться. Но не двигайтесь же, да? Знакомым не советуете, друг другу не советуете, вам никто не советует. А вы советуете птицам. Да, бегать полезно, это все знают, это все принимают, но не делают. Точно так же елки летать полезно, но она не хочет летать. Нет, как в другой раз. Лучше съем лишнюю мышку. То есть она жиробасик, я ее заставляю летать. Да, я вечером там, в темноте выхожу на улицу и прям вот пинаю ее с руки, чтобы она слетела на какую-нибудь коряшку или пенечек. И так вот несколько раз. Добровольно, то есть она готова перелететь на удобное место и там продолжать сидеть. Вот. Она не получает наслаждения от полета, она использует полет для преодоления необходимого расстояния и для поиска пищи. Но пища у нее есть, то есть остается только преодоление расстояния, которое ей не нужно преодолевать. Поэтому прежде чем посоветовать птице летать, то есть хотеть летать, сначала начните, например, хотеть бегать. Вот. И вы поймете вот всю вот эту нелепость ваших притязаний на полет птицы. Птица очень много энергии тратит на то, чтобы лететь. Любая, в принципе, птица. Есть птицы, которые летают круглосуточно, например, стрижи. Они даже спят в полете, но у них есть фаза отдыха, то есть организм приспособлен. Да, но опять же, этот полет им необходим для добычи пищи, для спасения от хищников и для занимание вот той необходимой ниши, которую они заняли в процессе эволюции, чтобы успешно вид существовал. Елка успешно существует вот так вот. И, в принципе, это ее природное состояние. Да, если бы она сейчас была в лесу где-нибудь, ну, где угодно в лесу, то есть в природе, она бы сейчас точно так же сидела где-нибудь на веточке на дереве и вот точно так же тупила в пространство. До вечера. Вечером она бы захотела есть и там, собрав всю силу воли, отправилась бы искать еду. Как только она бы наелась, она опять села бы и сидела. Может быть, она бы слетела там дать пинка какому-нибудь залетному филину. Может быть, она слетела бы куда-нибудь на место поудобней. Но вот чтобы прям кружить над лесом, упиваясь полетом, не бывает у филинов такого. Они маленькие, ну, не очень маленькие, они толстенькие колобочки, которые будут все силы тратить на то, чтобы накопить энергию, жирочек, чтобы им было легче жить. Вот так вот. Поэтому не переживайте о том, что елка не летает, что ее надо там выпускать, что она страдает. Нифига она не страдает. То есть она страдает вот больше от того, что я пытаюсь ее соломинку отнять, чем от того, что ее не пускают летать. Вот. Да?
Ну и точно так же, в принципе, с мохноногим сычом. Птицы северные, что филин, который живет в холодных областях, что мохноногий сыч чучундрий, эти птички сидят, в основном сидят, и в природе все совы в основном сидят. Они летают вот в сумерках, в поисках добычи. Домовые сычи бегают. Да, они более активны, потому что в природе они охотятся на насекомых, а насекомых надо наловить много. То есть ты не поймал там одну мышь, которую тебе хватит на день, а тебе надо, скажем, поймать 20 тараканов. Плюс еще там самцу надо поймать 20 тараканов, плюс сколько у него там детей и жена, то есть детей может быть до 8 штук, и еще одна жена, то есть 9. 9 умножаем там на 20, получаем необходимое количество тараканов. Ему это все надо половить, поэтому он двигается больше и, в общем-то, может это делать. Но как только он все это поймает, всех накормит, он опять же сядет и будет сидеть и тупить. Так что тупите на здоровье, не мешайте тупить другим. Это есть добро. Да, сова? Не-не-не-не-не-не. А если тебе в нее дуть? Но она упакована.